Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сегодня, как ни странно, опять видео о пчелах. Тепло у нас по +8. Вот, пчелы вроде не облетываются, но может быть сегодня полетят. Но видео сегодня будет о том, почему погибают пчелы зимой. В основном три фактора, почему пчелы загнутся зимой. Первый — это жрать нечего, то есть корма нету. Второй — это замерзли. Вот. И третий — это всякого рода паразиты и вредители, в том числе и человек. Так, ну сейчас по пунктикам быстренько пробежимся и буду рассказывать, почему же так случается иногда, что пчелы гибнут. Неприятно, конечно, но бывает. У меня пока что тьфу-тьфу-тьфу, на этот день все живы. Денечек сегодня солнечный, вот. Пущай немножко полетает. Вот открываю улей, смотрю, пчелы не обгадились, то есть следов поноса нету. Но если следов нету, опонашивания, то их тревожить не надо, потому что пчелы, как только увидели свет, то есть солнце, тут же начинают гадить. Такой у них рефлекс. Но это я чисто для видео семью открыл, чтобы веселей было. А так вообще этого делать не надо, конечно. Не надо их лишний раз тревожить, потому что это вызывает у них желание сделать то, чего не надо в улье. В общем, разбираемся. Так, недостаточно количества кормов. Ну, как мы знаем, что на зиму надо пчелкам оставлять 15-18 килограмм улье. И еще запасные рамки для весны. Если корму не хватает, то пчелки что? Ну, понятное дело, жрать нечего, они погибают. Если жрать нечего, то это вина пчеловода, недосмотр. Либо мало оставили, либо оставляли нормально, но осенью их нормально так пограбили. Тихое воровство было. Тихое воровство, когда осени теплые, процветает полным ходом. Пчеловод может и не знать, что у него кормов не было. Вот у меня тоже такое бывает, случается. Смотрю по журналу пасечному, там кормов должно быть на 3 зимы. Открываю, а там уже нифига нету. А так как у нас было оттепель, ну сейчас тепло, а уже через дня 4 передают у нас по -4, по -5, то есть заморозки будут. Поэтому я все улья сейчас пробегаю. Вот. Быстренько смотрю, что пчелки делают, есть ли у них корм или нет. Там нашел один улей, тот неблагополучный, где пчелки уже посередине сидят. И там одна уже пустая рамка. То есть я ее вытащил, поменял на медовый. Там уже проблемы с кормом у пчел начались. Не хватает им кормов. Так вот, недостаток кормов, ну, соответственно, дело, пчелы помрут. Потому что пока есть корм, пока пчелы и живут. К этому относится недоступность корма. Недоступность корма — это если у вас пчелки сели неправильно. Вот, допустим, оттепели были, и после оттепели пчелки могут садиться не там, где раньше, не там, где надо. И сели они на пустые соты. Вот желательно, чтобы за заставной доской не было пустых сот, потому что иногда пчелы за заставную доску и перебегают после оттепелей и садятся на пустые соты. Ну, я бывает тоже оставляю малометки, чтобы они место не занимали, просто сбоку. И они бывает, негодяи, перебегают на эти малометки, садятся не там, и тогда что? У них опять же нету корма. При этом в гнезде корму на 3 зимы хватит. Так что либо недостаточно кормов, либо корм для них недоступный. По той причине, что они неправильно сели. Либо семейка была слабенькая, либо неправильная вентиляция в улье, пчел выдавила вверх. Они под потолочной тусуются, под потолочный весь мед сожрали. Вот, а внизу мед остался. Так что надо хорошо смотреть за тем, как сел клуб. Потому что если сел неправильно, то может привести к голодной гибели при наличии кормов в улье. Обязательно нужен такой маневр, чтобы пчелы сели правильно. И вот осенью надо контролировать, как сел клуб. И после каждой большой оттепели, длинной по времени оттепели, тоже надо контролировать, как сел клуб. Иначе проблемы могут быть. Значит, что касается падевых кормов, забродившего меда и всего остального. Даже если мед забродил, они на нем перезимуют. Да, обгадятся, перезимуют. Что касается падевого меда, он тоже для зимовки очень плохой. Они обгадятся, но они перезимуют. То есть на момент облета они выйдут живыми и облетятся. Вот уже после облета семейка может пойти на спад и нормально не развиваться. По той причине, что мед некачественный. Вот, и у них была плохая зимовка. Но сам факт того, что они перезимовали, будет существовать. То есть до облета они доживут. Так что проблема некачественных кормов состоит не в том, что они погибнут от голода, а в том, что они плохо перезимуют. Так, ох и пчелы сейчас злые. Я их открыл. Они немножко похолодало, начинают кусаться. Кусаться, грызтись. Не хотели они сегодня облетываться. Ну, терпите, я же видео снимаю, вы же звезды. Второй фактор, почему пчелы погибнут, это они не обогрелись. Ну, тут тоже такое дело. Если семья сильная, пока у них есть корм, они обогреются в любом случае. Даже если у них вообще утепления не будет, даже если они будут просто зимовать на улице,
Вот, и сильно больших холодов не будет. Даже если они вообще без улья будут просто на ветке зимовать, они перезимуют, пока есть корм. Потому что корм для пчел это как газ для человека. Вот человек топит дома дровами или газом. Пока есть дрова, а дрова для пчел это мед, то он обогреется. Да, больше придется сожрать корма, больше потратить тепла, обязательно обвалится, потому что большое потребление кормов. Но тем не менее до облета тоже дозимует. Да, развитие весеннее может быть плохим, а может быть совсем печальным, но тем не менее по факту до облета доживут, лишь бы были корма. Это то, что касается сильных семей. То, что касается слабых семей, то слабые семьи даже при наличии кормов сами себя обогреть не могут. Слабые семьи это те, которые там 3 улочки и меньше. Вот те себя могут не обогреть, даже при наличии кормов. Потому что то тепло, которое они выделят, его может не хватить для того, чтобы обогреть клуб. И они потихонечку остынут и замерзнут. Так, на своей практике рассказываю. И вот эти слабенькие семейки, если у вас холода, даже если это лютые холода, по минус 20 с копейками, вот, если это холода у вас там на 2-3 дня, то они обогреются, ничего страшного. А вот если эти холода заряжают на 7 дней, на 10 дней, то есть больше недели, то тогда вымерзают слабенькие семьи, даже при наличии кормов. Вот длительные холода, затяжные, приводят к гибели семей от холода, то есть от переохлаждения. Такая вот беда может случиться. Так, еще могут они замерзнуть, если клуб раздвоился. Поэтому, чтобы клуб не раздваивался, опять же, это касается тех, у кого зимы теплые. Потому что когда зима холодная, то куда они там раздвоятся? Они сбежатся к теплу. А вот если зимы теплые, оттепели бывает, то клубы бывает иногда раздваиваются. Поэтому, если зимы у вас теплые, то зимуйте на сжатых клубах. То есть лишние рамки все вытягивайте, чтобы у них даже возможности не было клуб раздвоить. Потому что если клуб раздвоится, то 2 половинки могут не обогреться и погибнуть по схеме слабеньких семей, даже если семья была сильная. Ну, они, бывает, делятся на клуб побольше, на клуб поменьше. Так вот, тот клуб, который поменьше, отделяется от семьи, то он, бывает, и пропадает. Но, опять же, повторюсь, если семья нормальная, благополучная, пока у них есть корм, то им не страшен никакой холод. Они обогреются в любом случае. Так, и третий вариант. Всякого рода негодяи, вредители, болезни и все такое. Сюда относятся клещи, назематозы, аспергиллезы и все такое. В общем, то, что касается клеща ворова, то обычно после Нового года, если семья сильно заклещевана, то от клеща ворова, да, может пропасть. Может, такое бывает. Вот. Ну, у меня такого не бывает, ну, а вообще такое, в принципе, может быть. Если сильная заклещеванность, клещ может пчел заесть. И тогда пчелки ослабленные, ну, такие семьи, они гибнут уже после Нового года. До Нового года они доживают. Вот. Ну, а до облета могут не дожить. То, что касается нозематоза. Значит, от нозематоза могут пропасть. Опять же, если очень уже совсем плохо. Но обычно, даже если они больны нозематозом, они обгаживаются, но до момента облета они доживают. А вот уже стартует весной плохо, могут уже весной пропасть, но до самого облета должны дожить. Это то, что касается вот этого всего вредительства. Это то же самое касается и мышей. Ну, соответственно, если литковых заградителей на зиму нет, мышь заскочила, и семья может пропасть. Притом тоже не обязательно. Мышь может нормально с пчелами зимовать в одном улье. Такое тоже бывает иногда случается. И мышь себе зимует в улье, жрет понемножку мед из сотов и пчел под мор. И пчелки зимуют с мышью рядом. Такое бывает. Ну, конечно, мышь приносит пчелкам вред. Это нехорошо. Когда пчелки зимние в клубе малоподвижные, они мышки ничего сделать не могут. А вот весной, как только облетаться, то этой мышке капец. Они саркофаг там сочинят из прополиса, и мышка прекратит свое существование, потому что они ее на улицу вытянуть не могут, они-то ее зажалят насмерть, а вытянуть из улья не могут, и они ее консервируют прополисом прямо в улье. Следующим пунктом, опять же, вряд ли пчелки пропадут, до облета доживут, а весной могут плохо стартануть. То есть это касается больше плохой зимовки, это если зимовка беспокойная. А беспокойная зимовка, значит, пчелки беспокоятся, много шевелятся, а раз они много шевелятся, значит, много поедает кормов. И тут они могут пропасть, конечно, но не от того, что они беспокойно зимуют, а из-за того, что они сожрали весь корм и погибли от голода. То есть тут уже они от голода погибают, если пчеловод
прощелкает. Но вот то, что у них повышенное потребление кормов, на это может влиять беспокойная зимовка. Если что-то стучит по улью, дятлы там прилетают, стучат по улью, собака лает рядом, какие-то вибрации, может дорога там рядом, грузовики ездят, эти улья трясутся. Вот этих многотоннажных машин тоже это проблема, конечно. Бывает такая проблема и очень часто. И вообще всякого рода раздражители для пчел это дело плохое. Я вот сейчас их раздражаю, они меня потихонечку жалят. Я тут закутался, как Дед Мазай, чтобы они не могли меня достать. В саркофаге стою. Иначе мне был бы уже капец. Они сейчас поднялись в воздух и начинают защищаться, потому что я им холодно пускаю. Но я же хочу на видео снять, вот чтобы видео было хоть какое-то живое немножко, а не просто картинка. А им это не нравится. Вот это называется беспокойная зимовка. И это я неправильно делаю, конечно. Ну, что сделаешь? Так, если матка погибла, тоже можно встретить такое мнение, пчелы загнутся, если погибла матка. Не, если матка погибла, они перезимуют. До облета они перезимуют. Просто без матки они не смогут весной развиваться. Обычно матки, если нету в семье, то семья самоликвидируется после облета. Сразу вот первый облет, и они разлетелись по чужим ульям, и остался пустой улей. То есть пчелы разбежались кто куда. Это если нету матки. Но зимой им же бежать некуда, поэтому зимой они даже без матки беспокойно обгадятся. Повышенное потребление кормов, но тем не менее до облета они дозимуют. А вот уже после облета может самоликвидироваться. Это если нету матки. Или если матка плохая, совсем плохая, им не нравится, тоже могут разлететься. Очень печаль большая, кстати, если вот рассчитываешь, что эта семейка есть, а она раз и самоликвидировалась. Беда. Самый главный вопрос, который задают: влажность. От влажности погибнут или нет? Интереснейший вопрос. Но я вам так скажу, от влажности, если семейка сильная, нормальная, в жизни не погибнут. Никогда. Да, обгадятся. Потому что когда большая влажность, мед начинает бродить в улье. Когда мед бродить начинает, он увеличивается в размерах, вытекает из ячеек, льется прямо на пчел. И пчелы вынужденно должны его поедать, иначе они утонут в этом меде. Тогда при расход кормов, опять же, они обгаживаются, потому что кишка забивается, большое потребление кормов. Но тем не менее, они не погибают. Поэтому влажность не приводит к тому, что пчелы гибнут. Потому что если повышается влажность в улье, пчелы начинают разрыхлять клуб и вентилироваться, даже если холодно. Они просто поднимают температуру, больше потребления кормов, но они любую влажность отвентилируют. Да, высокая влажность это плохо для зимовки, но тем не менее большая влажность к потере пчелиных семей, как правило, не приводит. То есть они с влажностью борются. Вот то, что вы не сделали нормальной вентиляцией, пчелы компенсируют тем, что они сожрут больше меда. Но они сделают работу за вас. Поэтому особо так за это переживать то вроде как и не надо. Да, это плохо, если вы вентиляцию не сделали. Но тем не менее пчелки с этим справятся. Вот. Лучше, конечно, все сделать правильно. Но тем не менее пчелы с этим умеют бороться. То есть влажность они отрегулируют. Поэтому большая влажность, как правило, к гибели семей не приводит. Ну, это я по своей практике рассказываю. Обычно пчелки, когда влажные, они становятся черненькими такими. Вот сейчас они полосатенькие. Когда пчелки полосатенькие, это значит, что влажность улья нормальная. Как только влажность повышенная, у них эти полосочки пропадают, потому что они мокреют, на них шерстка мокреет, и они вроде как черненькими становятся, мокренькими, черненькими. Вот это значит повышенная влажность. Но обычно я повышенной влажности в ульях не наблюдаю. Пчелы сами справляются. Так что по всем этим пугалкам, которым я рассказал, на самом деле пугалок только 3. Это самое главное – недостаточность кормов. И притом к этой недостаточности кормов могут приводить другие пугалки. Ну вот, допустим, та же самая влажность или беспокойная зимовка приводит к повышенному потреблению кормов, в результате чего они корма пожрали, а жрать больше нечего. И вот тогда они от голода гибнут. Вот. Но самая главная причина – это недостаток кормов. Поэтому если вы обнаружили, что пчелки голодают, а это трубочкой прекрасно слышно, и их покормите вовремя, то даже если эти факторы раздражители всякие есть, нехорошие, вот, то, в принципе, вы их можете победить. То есть накормить пчел, добавить им кормов, они обгадятся, конечно, но, тем не менее, они дозимуют. То есть вытянуть их можно. Второй фактор – это замерзли, но, опять же, это касается только семей, которые остались без корма, потому что пока корм есть, пока они будут себя греть, есть корм, они обогреются. Это в основном касается слабеньких семей. То есть сильных семей это не касается. Сильная семья переживет любой мороз. А вот слабенькая семья затяжные морозы может не пережить, как я сказал. Вот. Непродолжительные морозы до 3 дней нормально переживают, а затяжные до 7 и больше. Вот. Там уже могут не пережить. Но это касается, опять же, только слабых семей. Ну и всякого рода паразиты могут привести к гибели семей. Но это если вы пчел
вообще не лечили, вообще за ними не смотрели, то обычно тогда разводятся паразиты. Если вы там пчелок обрабатываете чем-то щавелькой или бипином, то, скорее всего, этих паразитов у вас не будет. Опять же, повторюсь, кто сильно боится нозематоза, пчелы от нозематоза 90% случаев зимой не погибают, то есть доживают до облета. Погибает только если совсем, уже совсем с наземой плохо. Но если совсем с наземой плохо, то вы точно будете видеть. Что-то будете делать. И вряд ли вы до такого сумасшествия доведете своих пчел. То есть вы их в любом случае полечите. Такие вот дела. Поэтому назема это я бы не ставил в тот ряд, от которого гибнет пчелы. Ослабляются, да, плохо зимуют, да. Но так, чтобы погибли, то нет. Ну и в принципе все. Вот три основных фактора. Негодяи, то есть всякого рода вредители. Самое главное, нету меда, и слабые семьи могут замерзнуть. Все, три фактора, почему пчелы могут зимой погибнуть. Если у них есть корм, все будет у вас хорошо. Поэтому, кто боится зимовать, бояться не надо. На самом деле, зимовка пчел – это не страшное дело. Это совсем не страшное дело. И вот эти складывания гнезд, которые боятся люди, которые пчелами начинают заниматься, читают про это складывание гнезд на зиму. Я у себя вообще не складываю и нормально зимует. Вот. А, собственно, гнезда складывает на зиму как раз для того, чтобы не было голодовки. То есть складывает мед так, чтобы им он хватал на зиму, этого меда сложенного хватало. Для этого складывает гнезда, убирает пустые рамки, ставят медовые. Это называется сложить гнездо на зиму. Но если вы все правильно делаете, они же не дураки, они сами все сложат на зиму и без вашего участия. Вот, помашут вам лапкой, закроют литок и скажут: до весны нас не трогай. Такие вот дела. Поэтому бояться зимовки не надо. Как видите, всего-навсего три фактора, из-за которых пчелы могут погибнуть. Всего-навсего три. Уберите эти три фактора, дайте меду, утеплите, если семейка слабая, и боритесь с паразитами. И все. И ваши пчелы гарантированно перезимуют и будут себе жить. Такие вот дела. Но сегодня такое видео. Вот, ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, потому что очень жаден. И обязательно передаем привет моим мохнатеньким чудовищам. Вот, уже скоро 15 февраля, уже скоро пойдет у нас первый расплод. Готовимся уже к этой счастливой дате.